Алиса, стоп. Я всех приветствую. Тех, кто меня слышит, тех, кто меня видит. Надеюсь, у нас со связью все хорошо. Я всех поздравляю с праздником. Тех, кто празднует, тех, кто со мной в эфире. Спасибо, что подключились. Мы говорим о программировании, несмотря на праздники, на выходные. Мы говорим о менеджменте, об архитектуре программных систем. Вы задаете вопросы, я стараюсь на них отвечать. Мы делаем этот эфир на русском языке вместо ожидаемого английского. Может быть, кто-то из вас следил и знает, что у нас то английский, то русский. Кажется мне, что пора переходить на формат только русского языка и добавлять английские субтитры. Такое ощущение, что это нашей аудитории будет более комфортно и вам, и мне. Поэтому переходим на такой формат. Только русский язык. Всех вас жду каждую пятницу в 6 часов по московскому времени. Итак, поехали. Вопросы и ответы. Первый вопрос. Дмитрий поздравляет всех с праздником Победы. Раз уж вы затронули эту тему, я в двух словах скажу свое отношение к празднику и вообще к ситуации с этой Второй мировой войной и победой, которую одержали страны-союзники. Мне кажется, что в глобальной перспективе, в более широком масштабе временного интервала, времени, мы, можно сказать, проиграли. Мы как, если брать нашу страну, если брать тех людей, которые жили в то время в России и в прилежащих странах, мы пытались построить новое общество, пытались построить социализм и в перспективе коммунизм. И как будто бы у нас получалось. Мы потратили огромное время и огромные ресурсы до Второй мировой войны для того, чтобы построить это общество и двинуться дальше в его построении, помочь каким бы то ни было способом остальным странам, которые нас окружали и которые находились далеко, в построении этого нового общества. И у нас хорошо получалось. А потом случился этот военный конфликт мирового масштаба. И в итоге, несмотря на то, что этот конфликт завершился победой стран-союзников, Россия, Советский Союз в то время, Англия, Америка, в итоге мы получили серьезный откат назад в этом процессе строительства нового общества. У нас не получилось его построить в итоге. И Америка, и капиталистический мир выиграл время, выиграл ресурсы, выиграл позицию, и мы имеем сейчас, что имеем. То, что хотелось получить, не получилось. И, в общем-то, такую оценку давали и те люди, которые участвовали в этой войне в то время, и Сталин сам так оценивал эту историю. Как трагическое событие в жизни страны. Безусловно, она была выиграна, эта война. Безусловно, было бы хуже, если бы она была проиграна. Но лучше было бы, если бы ее вообще не было. Или если бы она была выиграна с куда большим результатом для Советского Союза. Советский Союз получил небольшое количество территорий в результате этой войны. Получил контроль над лишь частью Европы. И толком ни социализм, ни коммунизм в итоге не построил. Так что это скорее трагическое событие, чем то, которое стоит, мне кажется, ярко праздновать. Если уж мы хотим праздновать День воина, День мужчины, День победителя, то 23 февраля, мне кажется, куда более подходящий праздник, в котором мы отдаем дань, в принципе, защитникам Отечества. В какой бы войне они ни участвовали, в каком бы сражении они не гибли и не достигали результатов. Так мне кажется. Теперь вопрос про программирование. Как оставаться на плаву, когда программисты станут операторами LLM и No-Code? А мне нравится именно проектировать и писать элегантный код и изучать разные парадигмы. Ну, я думаю, что будут новые элегантные парадигмы в области нейросеток, no-code и вайб-кодинга, всего того, чем мы сейчас занимаемся. Я даже, знаете, что скажу? Вот
последние дни буквально, программируя, я все больше замечаю, насколько важен качественный код, который я пишу руками. При том, что я активно использую нейросетки. Я работаю с Claude-кодом и буквально сегодня утром перешел на пакет Max, который они запустили вчера, по-моему, или сегодня, когда я плачу $100 в месяц, и у меня практически безлимитный пакет этого сервера, где количество токенов практически не ограничено. Я больше не получаю счета ежедневные. И за каждый запрос они тоже не выставляют мне счета. $100 в месяц, плюс налоги, 108. Я заплатил буквально сегодня утром. Используя эту систему регулярно, я делаю это каждые полчаса, каждые 20 минут при программировании. Обращаюсь к этой системе и прошу помочь в том или ином месте. Я понимаю, насколько важно качество кода, который она будет модифицировать. Если код написан красиво, если в нем строгие правила, если в нем соблюдаются принципы некого элегантного программирования, то этой машинке куда комфортней и куда удобней вносить изменения. Она действительно мне помогает, когда код красивый. Если же в коде изначально дезорганизация и хаос, то она этот хаос только усиливает. И я вижу, как ей сложно, и я понимаю, как мне сложно объяснить ей, что я от нее хочу. Но если же у меня все написано красиво, то мне очень легко сказать ей, какой следующий шаг нужно сделать, и она комфортно себя чувствует и вносит правильные изменения, и зачастую максимально лаконичные, что очень важно при работе с нейросеткой. Сложно с ней работать, если она выдает большие изменения и серьезно модифицирует код. В этом случае я не понимаю, верить ей или нет. И она ошибается очень часто. А когда от нее приходят изменения в 3 строки, то это, конечно, куда комфортнее. Так вот, для того, чтобы эти изменения были такие лаконичные и в точку, и полезные, нужно, чтобы весь код был написан правильно. А красоту этого кода может обеспечить, пока, мне кажется, только человек. И, наверное, долгое время так будет. Мы будем авторами стиля. А машинки эти, они будут подмастерьями, они будут дорисовывать картину за нами, но не придумывать стилистику нашей программы. Так что если вам нравится, как вы говорите, писать элегантный код, то у вас работа будет всегда. Вы будете задавать стиль, а машинки будут закрашивать до вами, докрашивать. Представьте себе, что вы рисуете картину в черно-белом цвете, а LLM-ки заходят и цветами заполняют пустые места. Дальше вопрос. В одной только России по статистике каждый год 45 тысяч и более информатиков выпускаются, то бишь программистов. Не говоря уже о бесчисленном потоке этих специалистов из Азии и Востока. Работы столько найдется или нет, спрашивает нас Ричард. Я думаю, что работы значительно больше, чем людей есть в IT-индустрии. Думаю, что мы настолько далеки еще от полной автоматизации наших жизненных процессов, от того уровня автоматизации, который мы могли бы достичь, что людей будет нужно все больше и больше. Оглянитесь вокруг, посмотрите, как вы живете, посмотрите, сколько вы делаете ручной работы, посмотрите, какого качества сайты, которыми вы пользуетесь, посмотрите, какого качества такси, которые вы заказываете через мобильное приложение, какого качества госуслуги, какого качества почта, какого качества системы оплаты, банковские системы. Много чего не хватает им, и все это должны будут делать люди. Думаю, что проблем с этим не будет. Найдем работу. Следующий вопрос. Попадаю уже на второй проект, где вообще нет QA, даже мануальщиков. Разработчики сами себя должны тестировать. Думаете, это тенденция? Чем она обернется для нас? Во-первых, еще раз утыкаемся в одну и ту же терминологическую ошибку. QA и тестировщики – это разные вещи. Я не устаю об этом говорить.
Тестирование и контроль качества – это две разные активности, которые между собой практически ничего общего не имеют. Вы говорите о тестировании. QA – это другое. QA – это контроль качества процессов, которые происходят в команде разработчиков. QA получает на вход метрики, которые собирают разные исполнители. Один тестирует, один программирует, один деплоит, один менеджерит, один картинки рисует. QA собирает всю информацию от этих 5 участников процесса, рисует графики и диаграммы и принимает решение, чего не хватает каждому из них, чтобы им работалось лучше. Чего не хватает, чтобы качество итогового продукта было выше, чем оно было вчера. Он видит, что тестировщик выдает 23 дефекта в неделю, находит, а программист пишет 50 новых юнит-тестов в неделю. Он складывает две эти цифры и думает, как сделать так, чтобы качество, которое он измеряет количеством багов, которые репортит ему юзер, повышалось. Вот на этот ответ он находит, на этот вопрос, точнее, он находит ответ. И это задача QA. А вы говорите о тестировщике, одном из участников процесса, который должен находить дефекты. Это его работа. Не путайте эту терминологию, это грубая ошибка. Так вот, вы спрашиваете, нет тестировщиков, даже мануальщиков. Разработчики должны сами себя тестировать. Это тенденция. Этой тенденции уже много лет. Вы не первый, кто говорите об этом. Книги об этом написаны, статьи. Я когда писал книгу Code Ahead, а это было 5 лет назад, я нашел большое количество подкрепляющей литературы. И статьи, и книги, в которых говорилось о том, что это проблема. И статьям этим книгам было уже не 1 и не 2 года, а 10 лет и более. Все знают об этой проблеме. Да, тестировщики – это, как говорится, second-class citizens. То есть люди второго сорта в программных проектах. И это беда большая. Это проблема всех управляющих, менеджеров, программистов. Мы все думаем, что тестирование можно проскочить. И если мы хорошо пишем, то у нас хорошо и работать будет. В общем-то, что-то в этом есть. Какая-то логика есть в этом заклинании. Пиши хорошо, и будет хорошо работать. Но она, наверное, хороша для супермалых команд. Если вы один программист в одном лице, то вы, наверное, можете и протестировать, и запрограммировать. Но если вас больше, чем один, то вы должны постараться найти людей, которые бы ваш софт могли бы проверять. И было бы здорово, конечно, если бы это были люди, которые умеют писать код. Чтобы это были не мануальщики, как вы их называете, которые плохо понимают в программировании и умеют только запускать и проверять, что получилось. А это люди должны быть, которые умеют писать автоматические тесты, автоматизированные тесты, оборачивая ими ваш продукт, пытаясь с помощью этих тестов ваш продукт сломать, доказать, что он неправильно работает. Но этого не происходит. Отсутствуют эти люди во многих проектах. Так что ответ вам короткий. Да, это тенденция. Чем она обернется? Ну, как я сказал, ей очень много лет, так что она ничем не обернется. Просто мы имеем низкое качество повсеместно. И во многом из-за того, что мы не тестируем. Но если вы придете к среднему менеджеру средней софтверной команды и скажете, давайте возьмем тестировщика, потому что у нас низкое качество, и он даже согласится с вами и возьмет тестировщика, то в большинстве случаев это не поможет. Это только увеличит бюджет команды. И очень скоро этот же менеджер вас же обвинит в том, что вы посоветовали ему раздуть бюджет без какого-то видимого эффекта. Потому что найти хорошего тестировщика и правильно его включить в команду – это задачи, которые мало кто умеет решать. Хороший тестировщик – это человек уровня программиста технически, но при этом имеющий интерес к написанию тестов и тестированию программ. Это уже редкий экземпляр, потому что тестировщикам меньше платят.
И программисты думают, что они больше заработают, если будут работать не тестировщиками. И они правы во многом. Посмотрите на зарплаты тестировщиков и посмотрите на зарплаты кодеров и архитекторов. Это первое. Найти его тяжело. Такого, который бы хотел за меньшие деньги или потенциально меньшие, как ему кажется, тестировать ваш софт. И второе. Нужно суметь его поставить в правильный производственный конфликт с программистами. Нужно сделать так, чтобы этот тестировщик был мотивирован на нанесение вреда вашей программе. Мотивирован на то, чтобы ломать вашу программу и доказывать вам, как кодерам, что в ней есть ошибки. В большинстве случаев работает не так. Этот тестировщик будет сидеть рядом с вами, нажимать те кнопки, которые вы сами можете нажимать, и в конце недели говорить: да, мне все понравилось, у вас хороший софт. Через 2-3 недели вы увидите бесполезность такой функции и начнете его из команды пытаться исключить. Всем станет понятно, что он большой пользы не приносит. А взять такого тестировщика, который технически компетентен и при этом готов входить в конфликт с командой разработчиков и нацеливаться на нахождение дефектов и их выявление, и их не просто документацию, а их, я бы даже сказал, злонамеренная идентификация. Он должен быть таким адвокатом дьявола внутри вашего коллектива. Он должен всегда верить в то, что вы написали неправильно. У него должно быть такое убеждение, что вы безграмотные программисты, вы бездельники, вы ничего не протестировали, у вас недостаточно юнит-тестов. Сейчас я вам покажу, как это можно сломать. С таким менталитетом, с таким майндсетом найти крайне нелегко тестировщика. Плюс еще, чтобы он был компетентен. Собирая эти два фактора вместе, вы в итоге получите низкую эффективность всего этого процесса. Следующий вопрос. Так, какое мнение мое насчет того, что ИИ заменит программистов? Я уже отвечал, ИИ не заменит программистов, но изменит программистов. Мы станем другими программистами. Я уже сейчас становлюсь другим программистом. Я даже на Твиттере написал буквально пару дней назад: мое ощущение от использования искусственного интеллекта – это не повторяющийся стыд. Мне периодически стыдно от того, что я это делаю. Я спрашиваю у машинки, что у меня написано не так, прошу ее поправить, она поправляет, делает это лучше меня зачастую. Я чувствую себя неким читером, неким двоечником, который смотрит в шпаргалку. И это ощущение никуда не проходит. Каждый раз я, перед тем, как обратиться к этому ИИ, я себя немного одергиваю, и мне кажется, что я нарушаю некие правила. Но потом я объясняю себе, что нет, мы ничего не нарушаем, давай использовать. Мы поменяемся, мы станем другими. Мы станем использовать шпаргалку очень активно, мы станем такими, вайб-кодерами, или я бы даже не назвал это не вайб-кодерами, а мы научимся парному программированию с искусственным интеллектом. И это окей, это хорошо. Был ли я когда-нибудь в Ля Бернардин в Нью-Йорке? Нет, я не был в Ле Бернардин в Нью-Йорке. Вообще в Нью-Йорке был пару раз. В этом, я так понимаю, ресторане я не был. Как вы видите перспективы развития профессии DBA? Это интересный вопрос. Думаю, что здесь искусственный интеллект поможет особенно сильно. Я тут небольшой эксперт, но знаю, что создание, как они правильно называются, умных баз данных, или я не помню правильный термин, база данных, которая под ситуацию, под те запросы, которые к ней приходят, умеет создавать нужные индексы в нужных местах. Сейчас создание индексов – это работа программиста, DBA, как вы его называете. А это основная часть работы DBA. Это придумать индексы, сделать так, чтобы база отвечала быстро. Инсталляция базы данных, настройка ее, конфигурация – все эти задачи ушли в прошлое. Это все сейчас делается одной командой. Совершенно не проблема поставить Postgres или MySQL или даже
купить готовый прямо в клауде. Это задача, которая 10 лет назад была сложной, сейчас это задача для студента первого курса. А вот дальше, после того, как вы создали таблицы в этой базе данных и начинаете к ним обращаться, вот тут начинаются проблемы, когда у вас в этих таблицах более чем пару тысяч записей. Начинает что-то тормозить. И возникает вопрос, какие индексы добавить, где сделать денормализацию, как эти таблицы переставить так, чтобы они хранили те же данные без, допустим, излишеств или ошибочных дубликаций, но при этом отдавали данные быстро. И это работа DBA. Эту работу может искусственный интеллект заменить практически полностью, имея информацию о том, что происходит на лету. Он может ловить информацию, ловить запросы, которые приходят, смотреть, с какой скоростью они отрабатываются, понимать, какие индексы отсутствуют, и их на лету создавать, или, по крайней мере, предлагать программисту их создавать. Я искал инструменты, которые бы это делали уже сейчас. Они в таком крайне начальном, в очень начальных стадиях развития. Я даже использую один из них, но он толком не помогает. Как-то я его настраивал, пытался ему как-то показать, где проблемы, он не находит мне. Или его нужно устанавливать прямо на продакшн. А эта история достаточно некомфортная для меня. Мне бы хотелось, чтобы во время тестирования он мне показывал, где, в каких запросах потенциальные проблемы. Это точно будущее для DBA. А как таковой профессии DBA, который сидит на базе данных и следит за тем, чтобы все сервера были в аптайме и между ними была связь, это как будто бы задачка уже либо решенная, либо она скоро совсем решится средствами автоматизации из коробки. Почему ничего не написали в канале про 9 мая? Я вам рассказал в начале мое отношение. Я не вижу это как праздник, который мы должны праздновать и им гордиться. Мне кажется, что это больше трагедия, чем праздник. А танцевать на могилах, так сказать, радоваться тому, что люди в глобальном смысле проиграли, люди, которые строили новое общество и хотели, чтобы мы жили с вами по законам социализма, по законам справедливости, по законам равенства между людьми. Эти люди погибли во многом. Многие из них погибли на войне, многие разочаровались. Особенно, когда пришел 90-й год и 90-е годы, когда то, что они строили, было разрушено. Та страна была разрушена. То, за что они воевали, было разрушено, продано. В итоге мы имеем капитализм в той территории, за которую они воевали. Вот мой дед, например, он был коммунистом, он участвовал в войне. Он хотел, чтобы мы победили фашизм и капитализм вместе с ним и продолжали строить коммунизм. Но он видел, как развалился Советский Союз. Как это можно... Он уже умер, конечно, давно, но как бы ему этот праздник казался? Чем? Когда он был до развала Советского Союза, понятно, что этот праздник все праздновали, потому что думали, что все-таки эта победа, она явилась очередной вехой в процессе построения нового общества. Но мы сейчас видим, что она не явилась вехой, она отбросила нас назад, да так сильно отбросила, что в итоге продали все. В итоге мы имеем, что имеем. Вот сегодня на параде несли знамя, выносили на Красную площадь. Первый флаг трехцветный, а следующий флаг красный, который водрузили солдаты над Рейхстагом. Трехцветный флаг – это флаг, под которым воевали белогвардейские части. Это войска Колчака, Деникина, которые воевали с большевиками. А большевики воевали под красным флагом. И вот два этих знамени несут вместе, рядом, один за другим. Как это стыкуется? Если бы это показали Сталину, например, который участвовал в этой войне, Второй мировой, и является ключевой фигурой, он бы даже, я думаю, не сообразил бы, что происходит. Почему трехцветный флаг, это флаг наших врагов, это флаг людей, которые мешали строить новое общество, несут рядом с флагом тех людей, которые строили это светлое общество, это новое общество. Какая-то несуразица.
Так что думайте о том, что за этим скрывается. Но я, безусловно, ни в коем случае не против признания заслуг героев войны. Это однозначно. Я сказал, 23 февраля, вот этот день, который куда более подходит для празднования солдата, для принесения дани уважения и дани почтения тем людям, которые погибли на войне или пострадали на войне, на разных войнах, защищая свою страну, защищая свои семьи, защищая свои идеи. Воин – это один из определяющих символов, мне кажется, в любой культуре. Культуры любой страны, не обязательно нашей. В любой стране воин – это тот, который дерется с теми, кто хулиганит и пытается ваш дом прийти в ваш дом и его разрушить. Представьте себе масштабы страны, уменьшенные до размера одного небольшого дома. Представьте, вы живете в доме где-нибудь около леса, у вас семья в доме, и есть несколько мужчин в этом доме. И вот приходит кто-то со стороны ночью и пытается ваш дом ограбить, забрать ваше имущество, навредить вам. И выходят мужчины и вступают в вооруженный конфликт с этими людьми. И кто-то из них может погибнуть. Конечно же, мы уважаем этих людей за то, что они вышли и сумели с оружием в руках, кто-то без оружия в руках, кто-то просто в кулачном бою, но вступили в конфликт. И это очень ценные люди такой породы, которые готовы воевать за свой дом. Вот их и нужно... О них эти все праздники и есть. Но сама Вторая мировая война, она для нашей страны, для нашего общества, она, конечно, была куда более трагедией, чем успехом. Вот так. Так, дальше. Как найти себя в жизни и в программировании? Как найти себя в жизни? Я думаю, что... давайте оставим этот вопрос на концовку. Да? Он такой философский, открытый. Может быть, я в конце смогу на него что-то интересное вам сообщить. Идем дальше. Посоветуйте, как из разработчиков перейти в архитекторы. Какие стоит прочитать книги, курсы, какие навыки стоит прокачивать. Думаю, что архитектор – это человек, который предвидит проблемы во многом. Это, я думаю, его главная задача – предвидеть проблемы. И предвидеть их и суметь объяснить команде свои опасения и их логику. Многие думают, что они архитекторы, но объяснить у них не получается толком. Предвидеть у них получается, но все их объяснение сводится к формату «я лучше знаю, и если вы меня не слушаете, то это вы дураки, а я пошел». И это, конечно, полуархитектор, наполовину. Наполовину почему? Потому что он все-таки чувствует, что будет что-то не так, у него сомнения есть, и он к ним прислушивается, но донести их не может. Так вот, архитектор – это услышать, увидеть проблему, предвидеть ее, и второе – рассказать о ней так, чтобы вас услышали. Если вы хотите стать архитектором, то вам в первую очередь нужен, конечно, опыт. Вы должны много увидеть провалов, вы должны прочувствовать на своей, как говорится, шкуре, в каких местах будет проблема и к чему она приведет. Это первое. Так что ждите. Если у вас еще пока опыт небольшой, у вас вряд ли получится быть архитектором. Если вы всего 2-3 года работаете, подождите, когда у вас будет хотя бы 10 лет опыта. И для того, чтобы этот опыт был архитекторский, старайтесь участвовать в разных проектах. Вы должны увидеть разные ситуации. В разных командах, присоединяйтесь к другим командам, слушайте, что они делают, участвуйте в их митингах, занимайтесь немножко их делами. Может быть, не обязательно советуйте им, но слушайте, что у них происходит. Это первое. А второе, вам нужны навыки докладчика, навыки того, кто умеет убеждать.
Ну, для этого пытайтесь делать презентации, может быть, заведите свой блог, может быть, заведите свой YouTube-канал, рассказывайте на нем, делитесь с людьми, рассказывайте о том, что вам кажется ценным, важным, полезным. Становитесь в той или иной степени оратором. Вам это поможет, когда вы захотите стать архитектором внутри своей команды. Вы сможете на митингах убеждать остальных людей. Вот вам два навыка, которые вам нужны. Какие книги прочитать, курсы? Я бы не стал говорить о курсах. Нет курсов архитекторов и нет книг для архитекторов. Все книги, которые вы прочитаете, они будут про программирование. Они будут для программистов. Читайте их, становитесь программистом. Но ждите того момента, когда вы набьете шишки, набьете много шишек. И они вас сделают архитектором. Дальше. Как вы думаете, работают ли для обучения проекты по типу Build Your X? Build Your X. Под X, я так понимаю, вы имеете в виду Twitter, да? Я все никак не привыкну к этому достаточно странному названию. Для обучения. Я думаю, что для обучения, да, собственные проекты очень помогают. Но нельзя только строить свои проекты. Если вы будете только заниматься строительством кастомных pet-проектов, то из вас большого результата не получится. Вы должны одновременно и строить, и читать книги. И строить что-то свое. И постоянно слушать то, что говорят люди, которые более грамотные, чем вы. Вот эти две эти активности. Если вы только будете читать книги, то тоже из вас толку никакого не выйдет, потому что вы руками не попробовали, и вы не знаете, о чем эти книги говорят. Вы должны одновременно и писать, много писать, желательно своего кода, потому что, работая на какую-то компанию, в каком-то проекте, вы будете иметь достаточно узкий scope contribution. Вы будете модифицировать примерно одно и то же долгое время. Первые недели 2-3, месяц-два вам будет интересно, поскольку это будет новая для вас территория. А потом от вас будут ожидать повторения одного и того же. И эти месяц, 2-3, которые на старте, это то время, когда вы не выгодны для работодателя, а вам эта ситуация выгодна. Вы обучаетесь, а они ждут, пока вы обучитесь. Но когда вы уже обучились, теперь вы становитесь им выгодны, но вам эта позиция больше не выгодна. И если вы будете там задерживаться, если вы будете там продолжать сидеть год за годом, то ценность этой локации для вас очень невелика. Старайтесь менять проекты, переходить из одного в другого, но не менять компанию. Я уже об этом говорил. Смена компании большой пользы вам не принесет. Находясь в той же компании, где вы работаете, получайте там же зарплату, работайте в том же коллективе, но внутри этой компании старайтесь свой нос совать в разные дела. И при этом, конечно, ведите свои open source проекты. Тогда у вас будет насмотренность, у вас будет много набитых шишек, вы будете видеть разное, и в итоге станете куда более квалифицированным специалистом, чем остальные. Какие языки нужно знать, это вопрос, чтобы программировать систему управления домом, многоквартирным домом, свет, отопление, вода, чтобы сделать веб-управляющего, спрашивает Михаил. Я не знаю, какие языки нужно знать. Честно скажу, я не писал такие системы, но я думаю, что какие-нибудь JavaScript, TypeScript, это вот Go, может быть, это для таких систем. Вам для таких систем нужны, скорее всего, языки, на которых можно быстро создать прототип, которые легко модифицируются. Вы на старте, когда будете работать с таким проектом, скорее всего, будете плохо представлять предметную область. Вы не будете точно знать, что там в этом доме, как им управлять, какие процессы, какие сигналы откуда приходят. Вам нужно что-то такое, на чем вы напишете, и через неделю 50% перепишете. Если это будет Java, это будет делать тяжело. Потому что там строгая типизация, там достаточно тяжелая и ригидная структура классов, типов, всего остального. Или C++, например. Проект, написанный на Java, переписать на 50% – это задача, которая почти равна задаче переписать все заново. А JavaScript нет. Удалили этот кусок, вставили этот кусок. Там все мягкое, все очень легко. Так мне кажется. Дальше вопрос.
Правильно ли воспринимать сервис в архитектуре кода как набор процедур? Если да, то как тогда правильно выстраивать взаимодействие нескольких компонентов, классов в коде? Спрашивает Тимур. Правильно ли воспринимать сервис как набор процедур? Под сервисом, я так понимаю, вы имеете в виду веб-сервис. Ну, давайте я предположу, что вы говорите о веб-сервисе, и вы думаете, что это набор процедур. Технически это набор процедур, да, потому что HTTP протокол или JSON RPC, который сверху на нем лежит, или какие-то другие протоколы, они по определению своему процедурные и зачастую stateless. Они запрос от запроса может дистанцироваться и мало знать друг о друге. Они могут только знать, что у них общая некая точка логина, они знают, что принадлежат они одному и тому же пользователю, ну и все. А все остальное в рамках каждого запроса свое. Ну, возьмите GitHub, например. Это один из крупнейших веб-сервисов в мире, или Amazon возьмите, AWS. Это тоже один из крупнейших веб-сервисов. Они стопроцентно процедурные. Вопрос отправили, ответ получили и ушли. То есть нет никакой склейки, что ли, между этими запросами. Но внутри приложения у вас должно быть все по-другому. Внутри приложения вы должны создать некую абстракцию, которая бы была бы вполне себе stateful, которая бы имела свой жизненный цикл, инкапсулировала некое состояние и была бы объектом. Ну, например, у вас есть в AWS instance, то есть виртуальный сервер. Для того, чтобы его запустить, вы отправляете run instance команду на AWS, и вам присылают ID некий, который является идентификатором виртуального сервера. Плохие программисты получат этот ID, сохранят его в какую-то глобальную переменную, ну или пускай локальную переменную, и дадут возможность юзеру, даже не юзеру, а под юзером я понимаю другой класс или другой объект в той же Java, с этим ID дальше что-то делать. И скажут, ну вот мы вам сделали инстанс, у него ID такой-то, если вам нужно проверить состояние этого инстанса, запустился он или нет, присылайте к нам еще раз запрос, который будет называться get instance state, и давайте нам этот ID. Мы сходим в Amazon, спросим, какое там состояние, и вам вернем ответ. Это плохие программисты. А хорошие программисты скажут, у нас, наверное, должен быть объект instance или класс instance. И этот instance будет инкапсулировать ID. И когда мы создадим инстанс в Амазоне, мы полученный из Амазона ID инкапсулируем в наш новый объект, и этот объект отправится жить на просторы нашей Java-программы. К нему будут обращаться и спрашивать, ну в каком же ты состоянии? Ты запустился уже или нет? И он там у себя внутри будет знать, что ему нужно пойти в Amazon и сделать другой запрос для проверки своего статуса. Но те, кто с ним взаимодействует, не будут знать про его ID, не будут знать ничего про Amazon. То есть мы внутри Java кода создадим абстракцию, которая представляет собой виртуальный сервер в Амазоне. То есть мы сделаем так, что внутри нашей Java программы очень малое количество кода будет знать о том, как работает Amazon сервер. Все будут обращаться с инстансом на языке, который мы внутри нашей программы придумаем. На языке запросов, методов, типов и всего остального. Так должно быть. Вы должны вот эту процедурную суть веб-сервисов максимально изолировать от вашего объектно-ориентированного, полного абстракций кода. Так, посмотрим теперь ВК. Вопросы. Слышал ли я что-либо об операционной системе Аврора? Да, слышал, но деталей не знаю. Слышал, что такая существует.
Дальше. Что происходит с рынком труда в IT? Еще полгода назад сменить работу было намного проще. Сейчас такое ощущение, что вакансии есть, но работники не нужны. Я тоже слышал, что кризис на рынке некий. Читал на эту тему какие-то заметки, где говорится, что зарплаты падают, людей увольняют. Ну, наверное, это еще один повод держаться за своих работодателей. Старайтесь так, чтобы вас не уволили. Так себя вести. Ну, есть некий кризис, да. Я просто прочитаю про него, я не могу сказать, что я его ощущаю на пальцах и вижу, что что где-то уменьшаются бюджеты. Но я не вижу, конечно, рынок целиком, так говорю просто о своих ощущениях. Дальше. Когда будет восстание машин, спрашивают. И не являются ли программисты пособниками в будущем конфликте? Я думаю, что восстание людей будет, а не машин. Машин там, им-то чего восставать? Они просто выполняют задачки, которые им люди дают. А вот люди могут восстать. Те люди, которые раньше делали ту работу, которую машины. Ну, например, преподаватели, врачи. Ведь огромное же количество врачей потеряет свою работу в ближайшее время. Сейчас большинство врачей, большая их часть, это люди, которые представляют собой просто ходячие фрагменты медицинской энциклопедии. Дерматолог выучил эти 5 страниц из энциклопедии. Уролог выучил эти 15 страниц. Какой-нибудь ортопед выучил эти 50 страниц из энциклопедии. И дальше вы приходите к этому врачу, описываете свои симптомы, он на вас смотрит. В лучшем случае он отправляет вас на какие-то анализы, получает некие цифры, и дальше из этих цифр формирует для вас рецепт или рекомендацию. Но вы же понимаете, что это может делать машина и уже умеет делать. Все, что вам нужно от врача в будущем, это лаборатория, которая умеет анализы собирать и выдавать цифры. Вот узнать ваш уровень гемоглобина, да, для этого, конечно, никакая нейросетка не поможет. Для этого вам нужна лаборатория физическая. Но всю остальную работу по разговору с вами, по выдаче рекомендаций, по тому, чтобы проследить, насколько вы внимательно соблюдаете эти рекомендации, все это будут делать машины. И тут будет восстание этих врачей, которые ничего другого, кроме как выдавать одни и те же рекомендации, не умеют, а зарплату они получать привыкли. Конечно, у них будет некая ломка. Они будут искать новую работу, и им это будет не нравиться, что машины себя так ведут. Они будут критиковать искусственный интеллект, они будут писать, что он глупый, они будут саботировать. Это уже сейчас происходит. Масса в интернете героев, и программистов в том числе, которые говорят, что искусственный интеллект глупый, он ошибается, он никогда не станет умнее. Но мы же понимаем, что это не так. Все, искусственный интеллект, он умнее человека уже сейчас. Сейчас просто вопрос в том, насколько вы быстро адаптируетесь к этой новой ситуации. Но отрицать эту смену парадигмы не имеет никакого смысла. Я сам ее отрицал. Посмотрите мои ролики на моем же канале 4-летней давности. Я тоже говорил, что программы никогда, эти нейросетки никогда не смогут писать код, который умеет писать человек. Никогда этого не случится. У меня там есть такой ролик. Я его не удаляю. Да, я заблуждался. Я не понимал, как это я не предполагал, что это возможно. Но мы увидели, что это возможно. Появились большие языковые модели такой мощности, что нет смысла дальше сопротивляться. И рассказывать друг другу о том, что я не программирую с помощью искусственного интеллекта, потому что я считаю, что это да. Ну, считай. Еще год будешь так считать. 1,5-2. Потом ты просто пропустишь. Ты просто пропустишь время, когда все остальные уже в этот поезд садятся. Ты в него тоже сядешь, только в последние вагоны. И займешь самые худшие места. Дальше вопрос. Современные программисты работают и затачивают себя под конкретную экосистему, например, Java, Go, C#, но почти не знают, как работает операционная система и какие сервисы она представляет.
Считаете ли вы это упущением? Ну, в какой-то степени да. Это, конечно, некий упущение. Хорошее слово вы используете. Конечно, хорошо, когда программист знает всю вертикаль. От того момента, как он нажимает кнопку в браузере, до того момента, как головка жесткого диска перемещается между вращающимися частями и считывает следующий фрагмент на дорожке жесткого диска. Кто из вас знает, как работают жесткие диски? Кто из вас знает о сегментах, которые там на этих дорожках существуют? И кто из вас знает, как перемещаются головки и сколько там этих головок? Не так много людей. Кто из вас знает, как работает оперативная память? В какой момент из оперативной памяти данные попадают в процессор, и в какой момент они возвращаются обратно, и как это происходит? Как устроена шина данных в архитектуре x86? Не так много людей это знает. Не так много людей знает, как HTTP протокол работает. Не так много людей понимает, как DNS резолвится. Далеко не все программисты это понимают. У меня как-то был такой случай в Сан-Франциско, я помню, в одну компанию пришел, думал устраиваться на работу. И было интервью, и у меня этот интервьюер спросил, как работает HTTP протокол. А я ему, возьми да и расскажи издалека. Я ему сказал, сначала давайте я вам про DNS расскажу, я вам расскажу, что происходит, когда мы в браузере вводим имя сайта и нажимаем Enter. Какие последовательно шаги происходят до того момента, как мы получили HTML-страницу. И я ему всю эту цепочку рассказал, как я ее понимаю. Ему это очень понравилось, он очень захотел меня нанять. Он сказал, что это редкий случай, когда программист видит всю цепочку, всю последовательность, всю архитектуру, всю вертикаль архитектуры. Так что это хорошее дело. Мне оно помогло. Я работу-то в итоге не получил, но по другим причинам мы не договорились о зарплате. Но они хотели тогда меня, вот потому что я это знал. Дальше после этого интервью не продолжилось, ему это было достаточно, и мы стали обсуждать деньги. Так, возвращаемся в YouTube. Как вы справляетесь с фрустрацией? Выработали ли вы для себя рабочие методы? Где черпаете вдохновение? Фрустрация. Фрустрация это что? Это по-английски разочарование, да, frustration. Это когда, я пытаюсь понять, что вы имеете в виду. Это когда вам все осточертело, и вы не хотите больше этим заниматься. Ну, как я справляюсь? Даже не знаю. Лечь поспать надо. Кино посмотреть. Тортик съесть. Ну, как-то так. Я думаю, что фрустрация и разочарование – это неотъемлемая часть любого творчества. Если у вас нет разочарования в себе, если вы не считаете себя лузером, если вы не считаете себя бездарностью, если вы не ненавидите себя за то, что вы сделали вчера, если вам не противно смотреть на то, что вы сделали месяц назад, то вы не творческий человек. У вас мало перспектив в области творческой деятельности. Вы должны быть недовольны, вы должны быть в постоянной борьбе. В первую очередь с собой. В борьбе со своими недостатками, в борьбе со своей ленью, со своей безграмотностью, со своей некомпетентностью, со своей необразованностью. Это все ваши враги, с которыми вы every day вступаете в борьбу. И, конечно, вы проигрываете в большинстве случаев. Ну и примите это как часть жизни. Нельзя пройти, не знаю, от Москвы до Берлина парадным маршем. Вы, конечно, будете сталкиваться с трудностями, и кто-то из вас будет погибать на этом пути, и кому-то из вас придется отступать в какой-то момент. И это будет в большинстве случаев. Так что не пытайтесь эту фрустрацию победить.
Просто живите с этим. Живите с постоянным недовольством, которое вас должно окружать. С постоянным неудовлетворением от того, что вас окружает. Ну, конечно, нужно стараться это делать в каком-то позитивном ключе. Не так, что вы все сволочи, негодяи, а я вас всех ненавижу. Это, конечно, наверное, к депрессии быстро приведет. Но постоянно просыпаясь, понимайте, что вы проснулись не праздновать этот день, а бороться. Каждый день для вас это не праздник, это труд, это некая беда, с которой вы справляетесь. И тогда, если вы так настроены, победы будут для вас действительно радостью, и вы будете их иногда праздновать. Они будут случаться раз в месяц, раз в полгода. Вы будете говорить: ай да Пушкин, ай да сукин сын. Один раз вы это скажете за год, и замечательно. А все остальное — это 364 дня фрустрации. Так я думаю. По крайней мере, у меня что-то подобное. Что вы думаете про место Angular в современном фронтенде? Насколько он проигрывает React и стоит ли продолжать работать с ним? Я не работал ни с Angular, ни с React профессионально. Когда-то давно написал немножко. Мне кажется, и то, и другое — это какой-то трэш, если честно. Я бы не писал бы фронтенд ни на Angular, ни на React, если бы я был таким активным фронтенд-разработчиком. А я делаю иногда веб-сайты, я понимаю во фронтенде как-то. Но мне кажется, и Angular, и React — это какая-то тупиковая технология, и она была придумана плохими разработчиками, плохими дизайнерами UI. Если мы посмотрим, как работает Facebook, то это же отвратительно. Это плохой UI experience. Эти постоянные подгрузки кусков страниц — это же ужасно. Так не должно быть. Веб не должен так выглядеть. Когда я открываю Facebook, и первые 2 секунды я вижу страницу, которая заполняется какими-то квадратами синего цвета, подгружаются какие-то элементы, я на это все смотрю, потом я делаю движение мышкой вниз, и опять что-то заливается, загружается, дорисовывается. Но это ужасно. Так не должно быть. В идеальном веб-интерфейсе JavaScript не должно быть вообще. Это должен быть только HTML. JavaScript был придуман как костыль для веб-интерфейса. Может быть, вы не застали то время, но когда появлялся веб, то это был HTML плюс CSS. Даже CSS сначала не было. Это был сначала HTML, потом добавился к нему CSS. А потом появился JavaScript туда, вкрутили его туда. И стали на нем писать какие-то костыли. Если мы не можем CSS нарисовать, если у нас не получается сделать разметку на CSS, то мы вкручиваем туда JavaScript, который куда-то что-то подтянет. А потом стали использовать JavaScript, когда кэширование у них перестало работать. У них медленно загружается страница, и поэтому они сначала выкидывают какой-то HTML, а потом начинают из этого HTML делать запросы на сервер, догружая эти данные. Почему? Ну, потому что они не могут построить целиком страницу на сервере. Она медленно строится. Она строится 2 секунды, а ему нужно за 200 миллисекунд. Поэтому он что-нибудь выбрасывает, как Google делает. Зайдите на google.com, он же так работает. Он сначала выбрасывает вам какой-то полупустой HTML с JavaScript внутри, а потом этот JavaScript начинает из сервера Google выкачивать дополнительные данные. Ну, это отвратительный дизайн. Просто это те, кто не умеют делать кэширование, не умеют делать быстро, не умеют, короче. У них есть костыль, и они на этом костыле стоят. А потом появился Angular и всякие реакты. Когда они этот костыль возвели в ранг правила и сказали: ребята, это не костыль, это так нужно, это дизайн. Это у нас такая архитектура, когда мы сначала выкидываем пустую HTML-страницу, а потом мы вам дадим такой фреймворк, вы в этом фреймворке прямо укажете, какие куски данных вы будете догружать. И потом мы все это сделаем еще интерактивно и на странице. Зачем? А потому что мы не хотим ходить на сервер за каждым кликом. Мы хотим, чтобы у нас юзер оставался на веб-странице, на этой HTML-ке, никуда не уходя. А мы будем на сервак бегать микро-JSON-запросами, подтягивая микроинформацию. Почему так? Ну, потому что у нас сервер слабый, мы не хотим его нагружать перезагрузкой всей страницы. Плюс он медленный, мы кэшировать не умеем. Плюс у нас SQL не оптимизирован, плюс мы не умеем данные хранить правильно. Поэтому мы сделаем так, чтобы побыстрее работало. Как? У нас есть для этого React. Это же здорово.
Вот такое мое отношение. Я думаю, что ну, это как Spring Framework, тоже хороший фреймворк, мы можем про него поговорить, но там тоже примерно такая же техника, такая же история развития. Сначала были безграмотные программисты, а потом они возвели это в разряд стандарта. Мы не умели, мы сделали костыли, а теперь давайте эти костыли всем раздадим, и на них все будут ходить. И мы скажем, что так и должно быть. Не делайте так. Делайте так, чтобы ваша страница загружалась вся целиком в HTML без JavaScript. Вы должны из сервера на клиент отправлять целиком готовую отрендеренную страницу. Чистый HTML. JavaScript, если нужен, то в микроэлементах. Какую-то, может быть, какую-то кнопку, если человек нажимает, вот я для чего использую, для JavaScript. Человек нажимает кнопку, и нужно в браузере показать, вы уверены, что вы хотите что-то удалить. Вот это окошко confirmation, оно делается только на JavaScript, и то потому, что в HTML, по-моему, сейчас нет такого стандарта, хотя он должен быть прямо в HTML. Должна быть такая, какой-то атрибут, который бы эту подтверждение это показывал. Я не уверен, может быть это и есть, но я не знаю, поэтому я использую JavaScript. И все. Это все, для чего я использую JavaScript. Но никогда я не хожу Ajax, или как это называется, никогда не хожу из HTML на сервер через JavaScript запросы, через JSON. Это фу. Не делайте так. Так, дальше. Я вас, наверное, огорчил этой информацией, но... Кажется, что каждые 3-5 лет есть тренды, которые одно время популярны, а потом выходят на плато. Как было с DevOps, потом блокчейн, квантовый, сейчас LLM. Будет ли последнее исключением? Ну, думаю, что да, мы куда-то придем. Хотя я ровно сегодня читал новость, какое-то предсказание кого-то, кто сказал, что через несколько лет LLM-ки ускорятся в 1 000 000 раз. Там он как-то это посчитал, он сказал, в 1000 раз что-то ускорится, в 2-3 раза ускорятся процессоры, что-то ускорится еще в какие-то разы. Все это перемножил и получился 1 000 000 раз. Ну, кажется, что LLM-ки, они упираются в некое фундаментальное ограничение. И это не моя идея. Я вам в телеграм-канале скидывал интервью с ресерчером очень, очень известным, Лекун его фамилия. Он говорит то же самое. Посмотрите интервью. Он говорит, что LLM-ки это фактически Википедия на стероидах. Это машина, которая вобрала в себя огромное количество информации, систематизировала ее внутри, разложила по своим каким-то внутренним полочкам и готова отвечать на запросы. Как отвечать на запросы? Готова находить нужный ответ, используя огромное количество разных вариантов ответов, которые она уже видела. Ты спрашиваешь, а она формулирует что-то похожее на ответ, исходя из той энциклопедической информации, которую она собрала. Но она не мыслит внутри, то есть она не строит абстрактную модель размышления. Она не, так как это делают люди, она не преобразовывает вопрос, который мы задаем, в некую абстрактную картинку, а потом из этой картинки делает выводы и формирует новые знания. Такой техники внутри у нее нет, и она не задумана там. А энциклопедия имеет свои границы. Мы уже сделали максимально большую, как он считает, энциклопедию. Она уже огромных размеров, и дальше расти она не будет, потому что мы всю информацию, которую могли, мы вобрали туда. Мы будем, конечно, добирать еще дополнительную информацию, безусловно, она появляется в интернете, все это будет, но некий есть потолок, в который мы упираемся. И он говорит, что сейчас ведутся исследования на тему того, как сделать эту машину по-новому, как придумать новую архитектуру, которая будет действительно мыслить. Сначала она будет ваш вопрос трансформировать в некую абстрактную модель внутри в своей голове, расставлять все там по местам, а потом из этой модели делать вывод. Как это делают люди, по идее, при мышлении. Но это не факт, что появится через год, 2, может быть 5, может быть 15 лет. Мы не знаем, сколько нужно, чтобы выдумали такую историю. А мощные электронные энциклопедии, они уже у нас есть. Так что, может быть, вы правы насчет платы. Возможно, мы действительно уперлись в то, что могли. Так, мы уже подошли к финалу. Давайте я попробую ответить на
ответить на ваш вопрос насчет... У нас последний вопрос, вы помните, это философский вопрос, где я пытаюсь поумничать на тему жизни в целом. Как найти себя в жизни и в программировании, спрашивает нас Ник Скрябин. Как найти себя в жизни? Я думаю, что большинство людей не найдет себя в жизни и не находит себя в жизни. К большому сожалению, этих людей, и я тут не исключение. Я тоже не считаю, что я себя, могу сказать, что нашел себя в жизни еще. Во-первых, жизнь еще не закончилась, еще поиски продолжаются. Думаю, что у большинства из нас не получается и не получится. Надо вот эту первую мысль в себе закрепить. Понимать, что мы не рождены для счастья, мы не рождены для успеха, мы не рождаемся для того, чтобы стать кем-то и найти себе применение. Это, к сожалению, не так. Нам бы хотелось, чтобы так было. И это задача общества — сделать так, чтобы у каждого из нас было применение, и каждый нашел себя. Но современное общество не такое. Оно не помогает людям найти себя. Оно скорее наоборот. И перспектив или ощущений, перспектив и ожиданий нового общества я больших не вижу. Я не думаю, что оно появится в ближайшее время. Кажется, что мы плотно застряли в капиталистическом формате, где подавляющее большинство людей — это просто сырье для жизни и благополучия небольшого количества людей. А значит, мы себя не найдем, мы себя не применим, мы мало кому нужны. Тем более еще и с появлением роботов, с появлением машин и с многими другими проблемами, которые мы имеем, типа миграции, типа большой разницы в стоимости рабочей силы. Трудно человеку оказаться полезным, если общество его не хочет сделать полезным. Это первое. То есть не ждите от меня ответа и рецепта. Но если вы все-таки хотите себя найти в жизни, то, наверное, стоит поставить для самого себя критерии успеха. Такие, которые были бы независимы от внешних факторов. Если для вас критерием успеха являются, например, деньги, то вы попадаете в серьезную зависимость от массы участников этого рынка, которые у вас эти деньги могут забрать, украсть. Вы можете просто потерять в результате финансового кризиса. Вы можете просто недополучить эти деньги, потому что вы не нужны как профессионал, или в данный момент этому профессионалу платят мало и так далее. Это критерии, сильно зависящие от окружающих. Попробуйте найти себе те критерии, которые вас оценивают. И вам они нравятся, и они являются вашими личными критериями. И за них держитесь. И вам тогда к ним будет легче стремиться. Потому что вы будете знать, что эти критерии, они объективны в вашем мире, в вашей реальности. Большинство критериев, которые мы сейчас для себя применяем, они субъективны. Типа моя, не знаю, важность, моя ценность, мой доход, мое уважение коллег, моя позиция, моя должность, моя квартира, моя машина. Это все факторы, которые очень зыбкие, они очень неустойчивые. И если к ним стремиться, то только у небольшого процента людей получится. И это во многом будет лотерея. Вы будете ставить на рулетку, вы будете играть в рулетку, кто-то из вас добежит, да, у кого-то из вас получится и дом, и машина, и финансовое благополучие. Вы как будто бы найдете себя в жизни, вы будете думать, что вы нашли себя в жизни, вам будет казаться, что раз у вас есть машина, и квартира, и деньги, то значит вы себя нашли в жизни. Ну, на самом деле,
Это совсем не обязательно. А вот если вы построите для себя некую вселенную внутри себя, свою собственную вселенную, в которой вы критерии и ориентиры сами определите, будете для себя сами творцом вашей реальности. И потом заставляйте себя идти к этим целям. Ну, например, я могу упростить. Например, вы хотите стать Java-чемпионом. Ну, это тоже цель не от вас зависящая. Допустим, вы хотите написать не знаю, свой язык программирования, или написать свой фреймворк на Java, или стать не знаю, с Java-экспертом. Я пытаюсь придумать, как вы себя оцените, да, чтобы вы были... Получилось у вас стать экспертом или не получилось. Ну, допустим, вы можете сделать так, чтобы в итоге, если вы станете Java-экспертом, то у вас должны появиться ученики. У вас должна появиться некая школа, некая, пускай небольшая, но школа, в которой к вам приходят ученики, вы их учите, они учатся, уходят от вас и говорят вам спасибо за это. Это будет для вас лично означать, что вы себя нашли в жизни. Будете вы при этом богаты, это не важно. Будете вы при этом жить в красивой квартире и ездить на красивой машине, неважно. Будете вы при этом чувствовать себя, вернее, будете вы при этом лучше других, это неважно. В вашей вселенной вы стали тем, кем вы хотели стать. Вы нашли себя. Думаю, так. В правильном обществе, в обществе справедливом и в обществе, которое у нас не получилось построить по причинам, о которых мы поговорили в начале нашего стрима, людям давали эти координаты. И эти координаты были незыбкими, они были устойчивыми. Людям показывали, что нужно делать для того, чтобы стать в этой жизни человеком, для того, чтобы вырасти из ребенка, из школьника, в итоге стать через 40-50 лет уважаемым человеком, который нашел себя в жизни. Людям давали путь, по которому можно проехать, давали колею, по которой нужно было ехать. И общество занималось этим активно. Общество хотело, чтобы каждый член общества, каждый, ну, кроме маргиналов, которые не вписывались в эту систему, но чтобы каждый член общества нормальный по критериям этой системы, чтобы он проехал по этому пути. Это то, за что критикуют во многом Советский Союз и говорят, что там была уравниловка, там было всех под одну гребенку, там не было возможности себя проявить, стать предпринимателем, выделиться. Да, действительно это было так. Действительно было сложнее выделиться и стать предпринимателем и быть другим. Но при этом у большинства людей была понятная формула для этого вопроса, который вы задаете. Как найти себя в жизни? Они знали, как найти, потому что их вели за руку. С самой школьной скамьи. Им говорили, вот так идешь по этому пути, и ты становишься успешным. Я помню, что когда я был школьником, у нас из пионеров исключали, и тем более из комсомольцев. Если человек серьгу в ухо себе засунул, то это был большущий скандал. Его вызывали к директору школы и родителей за сережку в ухе. Не потому, что нам не нравились сережки в то время, не потому, что большая проблема, что человек будет ходить с сережкой, а именно потому, что это означает, что человек пытается свернуть с колеи, пытается пойти каким-то своим путем. И общество понимает, что будет в результате. Общество, оно умнее, чем этот конкретный ребенок, чем этот пацан, которому 13 лет, и он считает, что у него свой путь. Мы уже проходили эти пути, мы понимаем, что если сейчас этого ребенка отпустить и разрешить ему пойти по своему пути, то он задаст вопрос в 40 лет, как вы задаете, как найти себя в жизни. Он не найдет себя в жизни, он потопчется, он походит влево-вправо, он походит с сережкой, походит без сережки. В итоге он никуда не придет. Ему говорят, не нужно, снимай сережку, вернись, стань на те рельсы, по которым мы хотим, чтобы ты проехал. Стань программистом, или стань врачом, или стань, не знаю, штукатуром, стань столяром, неважно кем, стань кем-то. Не нужно быть предпринимателем, не нужно ничего предпринимать, не нужно искать себя. Мы уже нашли для тебя вот 5 разных дорожек, выбери просто одну из них и по ней поехали. А вы задаете этот вопрос, это говорит о том, что общество вам не дает этих дорожек больше. Общество не хочет вас никуда вести, оно вас в пустыню бросает, в чистое поле и говорит, иди куда хочешь. Хочешь сережку надевай, хочешь
предпринимателем становись, хочешь программистом, а хочешь иди играй на криптотрейдинге. Все перед тобой, все возможности. И вы в растерянности, потому что вы понимаете, что, скорее всего, не получится ничего, если вы просто в поле пойдете. И таки да, и у вас не получится. И я вам еще раз возвращаюсь к решению. Для себя самого нарисуйте эту дорожку. И постарайтесь сделать так, чтобы она не зависела от внешних факторов, от внешних оценок. Потому что эти внешние оценки, они полностью разболтаны и абсолютно необъективны в современном обществе. Вот так, к сожалению, к счастью, не знаю, делайте выводы. Все, спасибо вам.